давайте рассмотрим случай с нестабильными оборотами в автомобиле карбюраторном. Такая ситуация, что обороты постоянно плавают, нестабильны, непонятно, что с ними происходит. И дело здесь именно в моем случае в магнитном клапане. И даже не в самом клапане, а в его уплотнительном кольце, уплотнительной резинке. Именно она пропускает воздух, либо же, вот даже видно, подтеки бензина. Все это из этого места. Проблема еще заключается в том, что при затяжке клапана, если его сильно затянуть, обороты пропадают. Если ослабить, течет бензин и идет подсос воздуха. Резинки из ремкомплектов, в принципе, все то же самое. То есть, я не знаю, может, этот случай уникален, потому что была у меня другая карбюраторная машина, и там можно было затягивать без проблем магнитный клапан, даже достаточно сильно, и ничего не происходило. Здесь чуть сильнее затянешь, обороты пропадают. Также потом еще и жиклер там застревает, когда достаешь магнитный клапан. В общем, проблема. Сейчас постараемся ее решить. Итак, демонтируем клапан. Ну вот, в принципе, что с резинкой. Расплющенная, слишком мягкая. Затягивается по самое... В общем, так быть не должно. Должна быть резинка немножечко пожестче. Сейчас попробуем что-нибудь придумать. Итак, что же у нас есть? Магнитный клапан, который я вычистил. Главное, чтобы не был забит жиклер. Его нужно хорошо продуть. Достать и продуть. Так, здесь все вычищено. Вот то самое уплотнительное кольцо, которое, в принципе, все деформировано. Оно слишком мягкое. На замену его я буду ставить шланг. Вот такой небольшой лайфхак для тех, кто еще ездит на карбюраторе. Сейчас приблизительно вот столько отрежем ровненько шланга, только, конечно, должно быть ровно. И поставим его сюда. Итак, сделал два колечка. Одно чуть подлиннее, другое чуть покороче. Какое будет лучше, будет известно после того, как опробую. Ну, теперь только осталось его сюда внедрить, прикрутить. Попробуем затянуть ключом. Будет ли теперь все нормально, не будет ли потеков, подсоса воздуха и так далее. Итак, вот что вышло. Можно, конечно, поменьше поставить длину, можно побольше. Ну, в зависимости от того, как будет лучше. Это будем проверять. Следующий момент. Перед тем, как устанавливать. Там осталось отверстие под магнитный клапан. Машину заводим на подсосе примерно 2000-2500 оборотов. Затыкаем пальцем, пока работает автомобиль, тот самое отверстие под магнитный клапан. Держим несколько секунд и отпускаем. Это нужно для прочистки. Далее, убедившись, что здесь все чисто, можно устанавливать и проверять. Ну давайте, раз мы занялись этим делом, сразу покажу, как проверить магнитный клапан на работоспособность. В автомобиле включено зажигание, просто включено зажигание. Замыкаем на корпус в любом месте. И слышны щелчки. Для убедительности можно снять жиклер и проверить, как там себя чувствует пластиковый клапан. Бывает, он обламывается. Ну и все. Затягиваем магнитный клапан от руки, насколько это возможно. До смерти затягивать не надо. И немножко ключиком. Совсем чуть-чуть, чтобы просто уплотнительная резинка прилегала плотно. И можно проверять. Итак, магнитный клапан установлен. Завернул его рукой, плюс дотянул ключом. Поймал положение, когда он хорошо держит холостой ход. Примерно где-то 1000 оборотов. И, конечно же, теперь нужно проверить, точно ли он работает. Для этого нужно скинуть клемму. Если машина заглохнет, значит работает клапан хорошо.